анализ сферы потребления. Или почему американцы тратят больше, чем зарабатывают. Можно долго рассуждать про легенду среднего класса, жизнь в кредит и подобные вещи, но это неинтересно. И на самом деле это не причина, это последствия. А причиной я бы назвал consumerism, или по-русски религию потребления. Нужно помнить, что изначально Америка — это страна фермеров. До тех пор, пока не происходит строительство железной дороги. Железная дорога переворачивает все. Помимо того, что она дает возможности для путешествия и передвижения, самое главное, она создает площадку для появления брендов. Ведь теперь балтиморский Хайнц можно довести до Нью-Йорка и продать там. Появление железной дороги означало появление крупных брендов. Например, в 1837 году появляется знаменитый Procter & Gamble. В 1969 появился Хайнц. В 1886 появляется Johnson & Johnson и так далее. На протяжении 19 века фермерские штаты переходят от традиционного сельского стиля жизни к городскому, по мере того, как бурно развивается промышленная революция. Обретал форму совершенно новый мир, основанный на торговле. Деловая и рыночная культуры плотно пустили корни в американское общество, отодвинув на задний план традиционные религиозные ценности. Наступает 20 век. Цифровые технологии захватывают все и вся, и наш новый глобализированный мир захватывают идеи коммерции. А что важно для ответа на наш вопрос, то что именно в этот момент крупные компании и организации начинают нанимать психологов и социологов для работы с общественностью, и появляется профессия пиар-менеджера или агента по связи с общественностью. В этой сфере было много выдающихся личностей, особенно в 20 веке. Но сегодня мы говорим про потребление, поэтому мы можем сузить воронку до одного человека. Имя ему Эдвард Берней. He is the father of public relations. In the course of his 70-year career, some of his clients have been Presidents Wilson, Hoover, Coolidge, and Eisenhower, Thomas Edison, Eleanor Roosevelt, and Enrico Caruso. It's a pleasure to welcome Dr. Edward Bernays. Впервые я услышал его имя в университете, читая очередную литературу про невероятные, социальные события 20 века. Стало быстро понятно, что он был одним из главных продавцов идей своего времени. Часто называемый отцом связи с общественностью, Эдвард Бернейс публикует свою основополагающую книгу в 1928 году. Книга называется «Пропаганда». Кстати говоря, эта книга стала настольной книгой Геббельса во время войны, но это совсем другая большая история. Опираясь на идеи своего дяди Зигмунда. Да, Бернейс был двойным племянником Зигмунда Фрейда. Его мать приходилась сестрой Зигмунду, а его отец — это брат жены Зигмунда. И интересная история. Так вот, старина Зигмунд разработал подход, который он назвал инженерией согласия. Это подразумевает под собой незаметный контроль и управление массами в соответствии с волей и желанием контролера, говорил Зигмунд. Фройд утверждал, чтобы добиться этого, нужно обращаться не к рациональному, а к бессознательному. Да, сейчас это все звучит немного муторно и непонятно, но вы следите дальше. Клиентами Берней стали такие гиганты, как General Electric, Procter & Gamble, American Tobacco Company, мы к ней прямо сейчас вернемся. Средства массовой информации не брезгали его услугами. Конечно же, политики. Например, 30-й президент США. Его звали Келвин Куджи. Келвин Куджи был невероятно жестоким человеком, такой жесткий мужик. Его офис нанял Бернейса. Что происходит? Бернейс зовет Элтона Джона и всех его друзей в Белый дом с концертами. Устраивают субботние вечеринки с блинчиками для всех желающих и так далее. В итоге 1924 год, и Куджи выигрывает выборы. Хотя он был очень жестким мужиком. Да даже ЦРУ не брезгала, услугами Бернейса. Если вам очень интересно, вы прочитаете про банановую компанию в Гватемале. Это невероятно. Давайте немного перемотаем назад. Ранняя карьера Берней в сфере связи с общественностью была достаточно скромной. Такой отрасли, как связь с общественностью, на этот момент еще не существовало. Все, что существовало на этот момент, это несколько агентов по печати, которым компании заказывали рекламные кампании. Реклама в то время была прозаичной и, как правило, выполнялась самими компаниями. То есть кто-то, продающий пиво, просто писал «пиво 5 центов». Это резко контрастирует с сегодняшней рекламой пива. Однако Бернейс нашел способы быть креативным и в этой данной ситуации. В то время он работал на театр. Кстати, маленькая отсылка. Карьера Берней очень похожа на карьеру одного нашего российского современника. В то время Бернейс работает на театр, и он представлял итальянского оперного певца Эндри Карузо. В то время, как он рекламировал Карузо, он очень мало акцентировался на самом певце. А вместо этого он распространял слухи и выдуманные факты, выдуманные меры предосторожности, которые театры должны были соблюсти, чтобы звонкий золотой голос Карузо не разбил окна и витрины в этих театрах. В какой-то момент он рекламировал пьесу, которая называлась «Длинный папа». Это пьеса о сиротах. В процессе рекламной кампании он лишь косвенно упоминал пьесы,
А на самом деле он рекламировал благотворительные организации, приюты, лишь косвенно упоминая пьесу, что она скоро состоится. В общем, все эти изощрения привели к аншлагам во всех городах, где выступал Карузо. Оглушительный успех Карузо коснулся и Бернейса, конечно же. Но коснулся не в той форме, что он стал известным оперным певцом, а познакомился с нужными людьми. И чуть-чуть позже он получает место в Комитете общественной информации. Это правительственная организация, которая была создана для пропаганды усилий США в Первой мировой войне. Их задача была на самом деле намного труднее, чем сегодня может показаться, так как большинство американцев были против вступления в эту европейскую войну, как они говорили. Даже президент Вудро Вильсон был переизбран под лозунгом «Он спас нас от войны». Все были против до 1917 года. После 1917 года что-то происходит, и поддержка военных действий резко возрастает среди американского общества. Значит, что же произошло? Было несколько причин. Первую всегда он будет называть это антинемецкий фанатизм в американском обществе, который был реально фанатизмом. А второе, это, конечно же, работа Комитета общественной информации. Значит, чем они занимались? Они отправляли обученных добровольцев в кинотеатры, церкви, профсоюзы и прочие места сбора граждан, где те промывали людям мозги, на самом деле, пали в обществе тезисы за войну, тезисы комитета. Комитет печатал газеты, печатал брошюры, журналы. И поскольку это была государственная организация, у них во власти это было, и они этим занимались. Они цензурировали все антивоенное. Все, что выступало против войны, шло под цензуру и не печаталось. Сейчас это может показаться базовой военной пропагандой, но на то время она была революционной по своей эффективности. Типичный американец видел постоянные провоенные послания везде. В газетах, в журналах, объявлениях, билбордах, расклеенных на улицах. Только телевизоров тогда не было, поэтому по телеку он этого и не видел. Создавалось такое впечатление, что все вот эти вот обрывки пропагандических кампаний на самом деле одна большая органическая структура. Но на самом деле это так не было, все там выходило из одних и тех же мыслей. Даже к концу войны, когда стало известно, что больше 100 тысяч американцев погибло, американское общество поддерживало все военные действия. Анализ работы комитета, проведенный Советом по международным отношениям, заключил, что комитет был самым эффективным двигателем военной пропаганды, который когда-либо видел этот мир. Как тебе так? Берней помогал, что данные методы с равной легкостью могут быть применены и в мирное время. В то же самое время он фактически читает большинство работ своего дяди и реально задумывается о том, как использовать все эти методы в продажах. И основывает свою компанию, которая называется «Совет по связи с общественностью». Все свои новые идеи Берней записывает и оформляет в книгу, называет ее «Кристаллизация общества» и в 23 году ее публикует. Книга была адресована в основном таким же людям, как и Бернейс, другим агентам по связи с общественностью, то есть средний гражданин или даже бизнесмен не понимал вообще ничего. И именно это непонимание привело к тому, что ключевые игроки американской экономики обратились в компанию Берней за помощью. Табачная промышленность нуждалась в помощи Берней в решении следующей проблемы. Только половина американцев хотела покупать их продукцию. He said, we have a problem. We're losing half the market in America because there is a taboo against women smoking. До 1920-х годов курить сигареты считалось неприличным и непристойным, а культурное табу на курение у женщин сокращало продажи сигарет вдвое. Бернейс увидел в этом отличную возможность применить фрейдовскую психологию. Представляя сигареты как фаллический символ, Бернейс применил стратегию, привязывающую курение к расширению прав женщин. Чем он занялся? Он заплатил богатым светским людям и суфражисткам, чтобы они публично закурили сигареты на пасхальном параде. Вскоре после этого сигареты перестали быть неприемлемыми среди женщин, а стали факелами свободы, символизирующие расширение прав и возможностей женщин. Они не загрязняют ваши легкие, они освобождают ваш дух, говорили рекламные кампании того времени. Это циничное использование политики идентичности стало обычным вообще делом среди крупных компаний в современном мире. Эта кампания также является отличным примером того, что всякая реклама – хорошая реклама. Так как Бернейс знал, что в то время люди будут не просто недовольны, они будут негодовать тем, что женщины курят. И именно этот гнев привнес такую огромную дискуссию, которая сократила рекламные бюджеты вдвое или даже в 3 раза. Работая на American Tobacco Company, Бернейс продвигал Lucky Strike. Значит, продвигая Lucky Strike среди женщин, он делал акцент на супермодный салатовый зеленый цвет, который в то время был супермодным. Результатом этого стало то, что пачки сигарет оказались на модных показах, витринах, дорожках подиума и так далее, бесплатно. В 30-х годах он рекламировал сигареты как успокаивающее горло средство, а также уменьшающее талию. Рекламные кампании того времени гласили «Не бери конфетку, лучше возьми сигаретку» и все такое. И успех этого был сокрушительный. Не передавать словами, какой был успех у этих компаний. Те же самые методы были применены к детям, но на этот раз, казалось бы, в позитивном ключе. One day the president of the company said, we have bad news.
children hate soap because the mothers wash their faces with soap. The soap gets into their eyes and they detest it. Значит, он спонсировал конкурсы мыльных скульптур и подобных вещей в детских лагерях и школах. And we found that an artist called Brenda Putnam sculpted in soap instead of wax. It was less expensive, easier to handle, no waste, because whatever the waste in sculpting was could be used for cleaning purposes. We then suggested to the company that we have soap sculpture competitions each year. Казалось бы, успех. Он реально убедил детей в том, что купаться это весело. Пока он убеждал детей, он еще убедил их родителей в том, что мыло компании Ivory является более плавучим, чем конкуренты, а еще оно лучше пенится. Within a year's time, 23 million children in the public schools were sculpting in ivory soap and loving it. The competition kept up for 15 years, and it made such an impact that today the competition has been over for, I'd say 40 years, and many of the schools that had it as a competition are now having it as part of the curriculum, and Ivory Soap and Procter & Gamble are still profiting from it. Компания Эдварда Бернейса резко привела к сдвигу в отношении американцев к потреблению. В это время в кругах банкиров и экономистов стала популярна идея о том, что мы должны привести Америку от культуры, основанной на потребности, к культуре, основанной на желаниях. Именно это и сделал Бернейс. Реклама перестала быть логическим упражнением, где компании, опираясь на логику, призывали людей потреблять их продукцию. Вы любите пиво, поэтому пейте наше пиво. Вместо этого рекламные кампании начали делать акцент на эмоции. Красивые люди очень хорошо проводят время и веселятся, а на заднем фоне Miller Lite. Люди перестали покупать для удовлетворения своих потребностей. Они стали покупать то, что они хотят, но им не нужно. Компании производят рекордные объемы продукции. Даже сегодня столько не производят, сколько производили тогда. И они щедро платили агентам по связи с общественностью, чтобы те научили широкие массы хотеть их продукцию. Научили хотеть. Приведу примеры некоторых пиар-компаний Бернейса того времени. Например, одноразовая посуда компании Dixie. Значит, американцы не нуждались в большом количестве одноразовой посуды, когда ты можешь просто помыть и пользоваться нормальной посудой. Но Dixie нанимает Бернейса, и Бернейс во фрейдовской манере проводит параллели между многоразовой нормальной посудой и грязными гениталиями. Мерзко. Но это сработало. Продажи Dixie выросли как никогда. И я просто видел фотографии, эти фотографии на YouTube показывать нельзя такие. Сетки для волос. Сегодня вы уже не помните, что это такое, но тогда это было популярно, особенно среди женщин. Потому что вот эта штука на голову одевается, сеточка. Она для чего нужна? Она была нужна для создания прически боб. Это когда волосы вот так вот идут у женщин. Значит, в то время популярность прически боб падает невероятно. И компания Venida, которая производит вот эти сетки для волос, оказывается в бесценном положении. Они нанимают Бернейс. Что делает Бернейс? Он платит ученым, и ученые выкатывают исследования, результаты которого гласят, что сеточки для волос увеличивают гигиену, и вообще кожа головы и волосы лучше себя чувствуют с ними, поэтому пользуйтесь ими. General Motors и Dodge. Это вообще мое любимое, потому что рекламные кампании автомобильные того времени, они сумасшедшие, машины рисовались художниками под ЛСД и так далее. Это супер время было. Значит, Бернейс был одним из тех, кто предложил проводить между автомобилем и мужской сексуальностью прямую параллель. Если реклама Dodge до Бернейс звучала так, что «Наше авто не ломается 10 лет», настолько простое в обслуживании, что ваша 7-летняя дочь сможет на нем ездить, то после Бернейс реклама стала совсем другая. Взгляните на своего мужчину и на меня. Да, я на коне. Практически, не совсем далеко от этого она и ушла. Она была такая, что они смотрят на наш новый Dodge 52-го года. Или нарядный и живу с красавицей. Новый Dodge 55. Мол, хочешь жить с красавицей, начни с 55-го Доджа. Или хочешь почувствовать себя Лэнд-Алоном, покупай новый Chrysler. И мое любимое, объединенная еда, United Food. Бернейс помогал увеличить продажи бананов, используя всю ту же самую изощренную фрейдовскую тактику привлечения знаменитостей и играя на фаллических символах. А еще он помог ЦРУ на деньги United Food устроить переворот в Гватемале и свергнуть демократически выбранного лидера. Это тоже другая история, очень интересная. Так, давайте закругляться. В 1927 году американский журналист пишет: «В нашей демократии произошла перемена. Это называется потребление.
Для американского государства в первую очередь важен не гражданин, а потребитель. Бернейс и лидеры американского бизнеса считали этот новый потребительский подход политически ценным. В то время как Россия превратилась в диктатуру мирового пролетариата, а Германия в фашистское уличное насилие, Бернейс думал, что с этими всеми тенденциями можно бороться с помощью буржуазного среднего класса, который нашел воплощение не в массовой политике, а в индивидуальном потреблении. Этих потребителей среднего класса, на которых легко повлиять, могла бы контролировать небольшая правящая элита, которая, подобно Бернейсу, могла бы очень ловко формулировать и манипулировать своими бессознательными желаниями. Режиссер-документалист Адам Кертис описал видение Бернейса как новая форма демократии, которая рассматривает людей не как активных граждан, а как пассивных потребителей. Он считал, что американцы должны находить удовлетворение в покупке продуктов и удовлетворение своих бессознательных желаний, нежели в активном участии в политической жизни. Конечно же, он считал, что люди должны голосовать. Но он верил, что демократия должна быть всего лишь выбором, который есть у потребителя. Бернейса очень сильно пугало активное соперничество политических классов России и Германии. И политику в Америке он представлял себе так. Два кандидата, предварительно одобренных бизнес-сообществом, ведут свои пиар-компании и играют на бессознательных желаниях граждан. Каждые 4 года немытые массы заходят в кабинку и дергают за того кандидата, который лучше сыграл на их бессознательном. Можно с уверенностью сказать, что наш мир уж очень похож на видение Бернейса. Так почему же тратят больше, чем зарабатывают?